Лаки, ну иди уже, чтобы неожиданности не было потом. Запрыгивай. Добрый день, друзья! Сегодня еще раз покажу вам две орхидеи, которые мне случайно достались, которые никто не захотел забирать после 8 марта. Не в магазине, а в учреждении, где их дарили мужчины женщинам. Но покажу не две орхидеи, а три. Произошел казус, и одна из орхидей, которую мы восстанавливали с вами, самая первая, самая несчастная, стояла на полке выше этих орхидей. И получилось так, что оказался рядом стул. И наш любимый кот Сёма подошел, на этом стуле потянулся. И как уж у него попала лапа, я не видела. Но попала именно в эту орхидею. Орхидея упала, грунт рассыпался. Мне ее пришлось заново посадить. Она отреагировала, конечно, на такую пересадку внезапную не очень хорошо. Начала сушить нижний листик и закуклила некоторые корни. Но при этом начал расти новый лист. Может быть, даже если бы она не выпала из горшка, то же самое случилось бы с ней. Но вот так на данный момент получилось. Но не об этой орхидее я хотела вам рассказать. А когда она падала, грунт, который был у этой орхидеи, а здесь у нее циофлора и мелкий керамзит, рассыпался в горшки нижних орхидей. И вот эти две орхидеи как раз получили неожиданно такой грунт, как циофлора, в свои горшки. Керамзит здесь тоже был. Керамзит я постаралась убрать, а циофлору убирать не стала. И оставила все как есть. Месяц назад я показывала вам вот эти две орхидеи. Это орхидея Майя, это розовая орхидея с цветоносом из точки роста. Ссылку на то видео я оставлю в правом верхнем углу экрана. Как раз в том видео я рассказывала, что она на 3 цветоносах пробудила почки. И что же из этого получилось? Да, на одном цветоносе почка не стала расти. А на других 2, посмотрите, сколько она пробудила почек. Вот здесь интересно получилось. Так, сейчас покажу. Вот почка на цветоносе, пошел цветонос. А здесь еще одно маленькое, но ответвление. На этом же цветоносе был просто лист. Именно в этом узелке, где есть такая почка. Это именно, я рассказываю о цветоносе, который и рос из точки роста. И вот из-под этого листа она тоже пробудила почку. Посмотрите, какой цветонос идет оттуда. И еще одна цветовая почка была. И тоже цветонос. Буквально за месяц она нарастила эти цветоносы и уже распускает бутоны. Вот такие орхидеи, когда у них нет возможности расти, они цветут. И пока она не исчерпает все свои возможности по цветению, детку она, к сожалению, не даст. Но при этом она и корни успевает растить. Есть корни от шеи, есть корни, растущие в горшке. Не обращайте внимания на мокрый горшок. Я поливала эти две орхидеи вчера, поэтому грунт очень влажный, а грунт, кора, он влагоемкий. Вот в этом горшке плохо очень корни видно, потому что горшок сам матовый. А орхидея Майя все решила делать по-своему. У нее тоже есть цветоносы,
но почки ей, как оказалось, не нужны. Она очень активно растит лист и также активно растит корни в горшке. С этой стороны, наверное, будет больше всего видно, как она это делает. Помогает ли на данный момент циофлора, случайно попавшая в их горшки? Сложно определить, но интересный эксперимент получился сам собой с помощью нашего кота. Может быть, помогает. Может быть, помогает цветению, может быть, помогает росту. Посмотрим, понаблюдаем дальше. Я вам буду стараться показывать их каждый месяц. Ну и когда, конечно, вся эта орхидея расцветет полностью, я обязательно покажу. А может быть, кто-то знает ее название? Подскажите, пожалуйста. И много вопросов сейчас задается по поводу полива орхидей в покупном грунте. Сейчас лето, жарко. Я поэтому вам и показываю вот эти влажные, мокрые горшки с недавно политым грунтом. Представьте, что через 3 дня корни все будут серебристые, будут сухие. Поливаю я только по краю горшка. Но после того, как я вижу все серебристые корни, я даю еще обязательно этим горшкам просохнуть 2-3 дня. Потому что, оставляя воду в поддончике, грунт все равно впитывает в себя эту воду. Я поливаю с утра, оставляю эту воду до вечера, вечером обязательно выливаю. И вот сколько грунт пропитался, смотрите, видно же, что грунт хорошо пропитан. И если не дать ему просохнуть, могут загнивать внутренние корни. Поэтому после того, как я вижу сухие внешние корни, которые нам видны через стенки горшка, я обязательно даю вот эти 2-3 дня просохнуть и внутреннему грунту. И только после этого поливаю орхидеи. Ну вот такие красавицы. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале.